какой скоростью должен бежать человек массой 80 кг, чтобы его кинетическая энергия была равна кинетической энергии пули массой 9 грамм, летящей со скоростью 600 метров в секунду? Будет ли импульс человека равен импульсу пули? Масса человека равна 80 кг. Масса пули равна 9 грамм. И скорость пули равна 600 метров в секунду. Спрашивается, с какой скоростью должен бежать человек, чтобы кинетическая энергия была равна кинетической энергии пули. Определить импульс человека и импульс пули. Дельта П обычно обозначается человека и дельта П пули. Кинетическая энергия пули с этой скоростью можно определить по формуле. Кинетическая энергия пули равна масса пули умножить на V пули в квадрате и делить на 2. Масса известна, это известно. Можно определить. Кинетическая энергия человека тоже так же записывается. Масса человека умножить на скорость человека в квадрате и делить на 2. Дальше что? Дальше можно определить скорость человека через его энергию, а поскольку здесь условие есть равенство, что кинетическая энергия пули должна быть кинетическая энергия человека, поэтому все вроде данные у нас есть, вот 4. Одно только неизвестное. V человека с этой формулой определяем. V человека в квадрате будет равно чему? 2 энергия человека делить на массу человека. Поскольку кинетическая энергия человека равна кинетической энергии пули, просто вместо этого значения подставляем вот это выражение. Получаем V человека в квадрате равно 2 делить на m человека. И вместо энергии человека кинетической подставляем вот это значение. M пули на V пули в квадрате и делить на 2. Можно отсюда определить скорость человека. Давайте здесь ее напишем. V человека в квадрате равно. Кстати, двоечки можно сократить вот эти. Получается M пули на V пули в квадрате и делить на m человека. Отсюда V человека будет равно корень квадратный m пули на V пули в квадрате и на m человека. Чтобы упростить как-то работу с этими умножениями, можно V пули в квадрате вынести из-под радикала. Мы получаем V пули, смотрите, тут квадрат просто V равна корень квадратный из m пули делить на m человек. Давайте будем подставлять последовательно, с учетом того, что тут граммы, там килограммы. V пули будет равно 600 метров за секунду. Тут не меняем. Умножить на корень квадратный. M пули вверху 9 грамм. Что такое 9 грамм? 1000 грамм это 1 килограмм. На 10 минус 3. И m человека на 80 килограмм. Здесь минус 3, и тут 80 килограмм, и тут килограмм. Килограммы и килограммы можно сократить. Теперь уже будем работать просто с определенным числом. Давайте от 0 еще вынесем сюда. У нас получается вот такое значение. 600 метров за секунду. Корень квадратный из 9 делить на 8. А здесь вот это нулик сюда перенесем, будет на 10 минус 4. И 10 минус 4 вынесем из-под радикала. Будет равно 600 метров за секунду, чтобы нас не пугала эта вся страшная цифра. 10 минус 4 выносим из-под радикала, умножится на 10 минус 2. Видите, сразу погасила вот этих два нуля. И умножить на корень квадратный из 9, что делится на 8. Вот так. 9, что делится на 8. Корень квадратный вытаскиваем отсюда. Получаем 1,06. 600 метров за секунду умножим на 10 минус 2, умножим на 1,06. Получаем 6,36 метра за секунду. Чтобы иметь кинетическую энергию пули со скоростью 600 метров в секунду, человек должен с его весом бежать со скоростью 6,36 метров в секунду. Теперь давайте посчитаем, какой будет импульс пули и импульс человека. Давайте сначала посчитаем импульс пули. Это произведение на скорость равно импульс пули. М пули на V пули равно чему? 9 грамм. 9 на 10 минус третьей степени килограмм. И множим на 600 метров за секунду. Сколько мы получаем? Здесь минус 3. Давайте так распишем это все. 9 на 10 минус 1, потому что нолики вот сюда уберем. Это килограммы. И умножить на 6 метров за секунду. Получается 5,4 килограммы на метр на секунду. Или мы можем записать это как в ньютонах. Домножим еще на секунду. Знаменатель и числитель. Получится 5,4 ньютон на секунду. Это получаем импульс пули. Импульс человека. Давай человека. Равно 80 килограмм умножить на сколько? На 6,36 метра за секунду. Получаем 508,8 килограмм на метр на секунду. Можем домножить обе значения на секунды. Получаем здесь ньютон умножить на секунду. Или получаем 508,8 ньютон на секунду. Из этих выражений видно, что импульс человека намного превосходит импульс пули.